Экспериментальный влог из Рио. Сам влоги особо не люблю, но был интерес, поэтому запиливаем, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас нахожусь на горе под названием Сахарная голова. И здорово, поэтому давайте посмотрим немножечко видов отсюда. Место очень крутое, с топовыми видами, обязательно к посещению в Рио. Сюда поднялся на фуникулере, вот народ ждет фуникулер, его еще нет. А на гору пониже, от которой фуникулер, собственно, вот и поднимается, поднялся пешочком. Метров 350 гора, и по такой местности, скажем так, не особо цивильной, но очень крутой экспириенс в том числе. Из-за дождя пришлось покинуть Сахарную голову и спуститься на гору пониже. Гора называется Урсу. С нее можно спуститься уже и пешком, но делать это, конечно же, не буду, потому что начался дождь. И дальше по плану на сегодня Пакерок за косарик на 1 000 000 грант. Вчера с него вылетел, сегодня постараюсь улучшить результат. Прошел в турнире по 1000 во второй день, но пришлось сделать 4 входа и нажил всего 10% стартовому стеку, что будет равняться блайндом 15 на второй день. Второй день будет завтра, а сегодня воскресенье. Это значит, что сегодня будет игра в онлайне, и это здорово. Здорово также то, что в Рио начинаются турниры и заканчиваются на 5 часов раньше из-за другого часового пояса. Сейчас час дня, и через часик я уже пойду грузить первые турниры. Сейчас пришел на пляжик искупнуться, но не самые приятные волны, поэтому купанию придется отказать. Только что выиграл сателлит на мейн. Мейн был $500, гарантия 10 билетов. Набралось людей только на 3 проходки, так что удалось зацепить очень приятный оверлей. И сейчас отправляюсь спать, завтра буду играть день 1. Вышел из отеля, через 5 минут начинается первый день. Покажу вам, как выглядит дорога от отеля до казино. В принципе, если совсем недалеко, живу в соседнем отеле. Сразу виден пляж вдалеке. После этой трассы, если можно так назвать, где ездят автомобили, там пляжик. И здесь по данной дорожке идти буквально минуту, пожалуй. Вот уже где флаги, это отель Копакабана Пэлас, в котором проводится игра. Сегодня будет день 1, всего 2 стартовых дня. Можно зайти 1 раз каждый день, то есть максимум 2 входа. Это есть сыграть 1А, вылететь и сесть в 1Б. Надеюсь, что мне не придется об этом думать, и я ограничусь 1 входом. Здесь внизу классная кафешка, где можно купить вкусную мороженку и пирожные с кофе взять также. И вот он отель Копакабана Пэлас. Отель я не видел. Видел только покер-рум. Покер-рум покажу совсем скоро. Встретил товарища. Ну, собственно, вход в отель. Проходим лобби. Оно нам не интересно. Поднимаемся быстренько по ступенечкам. И выглядит все это дело так. Здесь регистрация. Тех, кто только-только пришел впервые. Нам сюда тоже не надо. Опа, а это регистрация на турниры. Но желания стоять в этой очереди нет. Поэтому пойдем посмотрим покер-рум. Здесь у меня дядя будет проверять браслет. Thank you. Браслет сошелся.
Такой приятный коридорчик с всякими картинами. Не разбираюсь в картинах, поэтому не подскажу. Билет мне, в принципе, надо просто забрать, по идее, в той очереди. Сателлит выиграл, просто надо было вписаться в список. Дали бумажку заполнить. Поэтому все должно быть четко. Здесь что? Здесь по косарю. Третий день. 38 человек в игре. 720 тысяч реалов за первое место. Делим на 4 в данном заведении такой курс и получаем сумму в долларах. Турнир данный уже тоже не интересен. Смотрим, что здесь дальше. Бар. Бар тоже не интересен. Все неинтересно получается. Main event. Еда. Еда тоже неинтересно, только что позавтракал. Я так понимаю, main event здесь. Да, 5000 стартовый блайнд, 65 входов, 200 ББ на старт. Отлично. 2 минуты за турнир, ничего страшного. Войду минут через 15-20. И блайнды по часу. Давайте посмотрим табло. Табло. Williams of America, 1А, 67 входов. Сегодня стейк миллион. Все верно. Сейчас у нас перерыв в мейне, отыграли 6 уровней, еще 4 на сегодня, уровни по часу, и после перерыва будут блайнды, скорее всего, 14 тысяч. С миллиона у меня осталось 800 тысяч, столик очень крутой, очень много интересных, изобразительных ребят, поэтому сам процесс мне очень нравится, посмотрим, что будет дальше. И сейчас у нас обеденный перерыв, и чуть позже засниму еще, как выглядит обед, что-то по покеру для игроков приготовили. Кроме того, познакомился с Германом, с парнем из России, который отобрался сюда совсем дешево на пати, и сейчас пообщаемся с ним немного. Привет всем, меня Герман зовут. Отобрался я на пати-покер через сателлиты с $3. Со второй, по-моему, попытки в общей сложности потратил где-то до $50. Выиграл вот пакет, собственно, 10 300 на основное событие и 1500 на расходы. Все, приехал, играю, вот, познакомился с Дмитрием. Расскажи, как тебе атмосфера и как у тебя идет турнир? Ну, атмосфера, конечно, очень крутая, потому что это первая такая большая серия для меня, крупный турнир. Собственно, все игроки, которых я видел когда-то в трансляциях по телевизору, там, в интернете, здесь можно с любым подойти, познакомиться, пообщаться, все, в принципе, приветливые, дружелюбные. Очень много уже видел покерных знаменитостей, скажем. 2 уровня назад подсадили с шиком ко мне Фила Хельмута. Сижу на него в позиции, жду его белую магию. Вот. И Людовик Гелик со мной сидит также за столом. То есть играю с профессионалами. Турнир складывается неплохо, но меньше среднего сидим. С миллиона осталось сейчас 1600. Была сложная раздача. Проанализировали с Димой. Не нашли пока верного решения. Ну, в целом все круто. Атмосфера хорошая, вот идем на обед скоро. И вот в этом зале тут столы стоят. Поставили что-то с едой. Давайте посмотрим, что у нас есть. Непонятные какие-то кукурузные. Батон, хлеб, разные фрукты. И здесь паста. Все ли это? И еще стол с другой стороны, но походу нет, не то же самое. Еще какие-то картофель с мясом, по идее. Сейчас покушаем и продолжим игру.
отдыхаю после мейна. Выбрались на экскурсию. Это уже, скорее всего, завершение. Интересные граффити. Было нарисовано при подготовке к Олимпиаде. Эдуардо Кобра. Еще самое большое или второе по размерам граффити в мире представлены в этих людях 5 континентов. Вчера в Мэйне закончил день со стеком 800 тысяч, по-моему, или 700. И сегодня выходной. Завтра продолжим на блайндах 30 тысяч. Был очень классный день. Мне очень понравился. Много экшена было. Куча всяких необычных раздач. За столом был Фабрисио Гонзалес, который Sixteen Sense, если кто в курсе. И он всегда с ним за столом необычная, нетипичная динамика. Сегодня отдыхаем. Завтра продолжаем игру. Второй день мейна начался довольно бодро. С 700 тысяч сделал 2 миллиона за первые 2 часа. Потом стек все время держался примерно в этом диапазоне, но не удалось. На 6-м часу игры вылетел во флип, это смотрится в шестерке. Однако сразу же сел в баунти. И после 2 часов игры, когда сел в самую конец поздней регистрации на 20 ББ, имеем 7-8 стартовых стеков. 3 баунти, одно свое. И меня выгоняют по непонятной причине. 41 человек в игре, 23 в призах, 4000 это не доллары, это реалы, то есть $1000 мин кэш, просто бейнбэк, и 74 тысячи делить на 4 это сложно за первое место. Получается 15 человек до призов, посмотрим. Спустя 1,5 часа вылетел из баунти, поставил туз-король в десятки, и туза и короля словил, но десятка на ривере определила, что дальше играть я не буду. Сделал всего 3 баунти, больше никого не выбил, то есть нажил 1500 при боине 1100, 400 профит. Не зря турнир сыграл. И, скорее всего, на этом заканчиваются мои живые турниры здесь, в Бразилии. Больше играть не буду, буду смотреть город и в онлайне поиграю в воскресенье. Таким получился мой экспериментальный влог. Если видео понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. И можете написать в комментариях, что было хорошо, что плохо. Всем спасибо за просмотр.